Привет-привет! Меня зовут Людмила и с вами Таро в потоке. Сегодня мы с вами поговорим о работе. Тема, которая интересует многих. В основном мы делаем с вами расклады на любовь, да, любовная тема. Но это не отменяет того, что все мы работаем. Название нашего сегодняшнего разбора звучит так. Ситуация на работе. Как мне быть? И у нас с вами будет 3 позиции. Загадывать нужно себя, мои дорогие, на каждую позицию. И сигнификацию я сегодня сделаю именно по той самой ситуации на вашей работе. Да, то есть мы посмотрим, что у вас происходит, что у вас случилось, что-то связанное с вашей работой. Да? Если вдруг вы потеряли работу, вы не можете найти работу, да? Это тоже считается. Вы можете загадать позицию и по сигнификации уже понять, ваша ли это ситуация. Да? Значит, если ситуация на сигнификации совпала, в этом случае вы слушаете дальше. То есть, что случилось, и попросим ответа у высших сил, да, что вам делать. То есть попросим сначала разъяснения этой ситуации, что же там происходит на самом деле, и что вам делать, как вам быть, как вам поступить. Все, что связано с работой, мои дорогие. Итак, я надеюсь, что загадали, кто не успел. Под видео всегда есть тайм-коды, пожалуйста, нажимаем, переходим конкретно на свою позицию. И напомню, что существует еще один канал Людмила Шпакова в потоке, и вы можете присоединиться к моим подписчикам, перейдя по ссылочке под этим видео, или просто в поисковике наберите Людмила Шпакова в потоке. Выйдете на новый канал. На этом канале видео с мест силы, различные практики буду вводить интересные. И если вы привыкли смотреть видео ежедневно, то здесь будет выходить один день, там второй день. В шахматном порядке буду размещать видео для вас. Итак, двоечки, троечки идут в ожидании. Начинаем с единичек. Что у вас на работе происходит? Ситуация на работе. Ситуация на работе. Ситуация на работе. Первое, что мне вышло, да, на вашу ситуацию на работе, это то, что у вас там любовный роман разгорелся. Да? Теперь, значит, ситуация следующая. Ситуация следующая. Что хочется сказать? Первое. Да, на вашей работе вы всем пытались понравиться. Делать максимум для того, чтобы занять какие-то лидирующие позиции. Вот, значит, вы, возможно, человек, который берет на себя и чужую ответственность тоже, да, то есть вот у вас есть свои обязанности, вы могли помогать своим сотрудникам, ну там коллегам, да, не обязательно сотрудникам, коллегам, для того, чтобы себя максимально эффективно проявить, ну то есть показать, какая вы классная. Вот, значит, мне показывают, что в вашем коллективе есть мужчина, пентаклевый король. Это может быть ваш начальник, да. Здесь вот прям конкретно говорится человек, решающий вашу судьбу в плане работы. Значит, начальник, да. Вот, значит, и вполне вероятно, что какая-то симпатия у этого человека была в вашу сторону. Вы ему, возможно, сказали «нет». Может быть, вы побоялись на работе создавать какой-то роман, какие-то отношения. Может быть, вы
вообще в принципе ему не симпатизируете, этому человеку. Он женат, у него есть дети, у него как бы есть такая устоявшаяся жизнь. Может быть, вы не хотели себя как-то дискредитировать. Вот ощущение, что и у вас есть ребенок. Не вижу, чтобы вы были замужем, но ребенок точно есть. И идет акцент на работу, на зарабатывание денег, на то, чтобы этого ребенка обеспечить. Значит, здесь, возможно, после некого проявления этого начальника к вам у вас начались проблемы, и вашего отказа, соответственно, да. Вот, а может быть, для кого-то проиграется, что не было здесь любовного романа, просто вы изо всех сил старались проявить себя, показать себя в рабочей сфере, да, но здесь произошло какое-то обесценивание. То есть сейчас мне показывают, что вы стоите на выборе определенном, не уходить ли вам полностью с работы, потому что вы, скорее всего, поругались там с этим начальником или еще с кем-то. Вы чувствуете себя полностью ограниченной, вы чувствуете, что вы все силы должны отдавать работе, а какого-то выхлопа реального вы не видите. Вы устали, у вас произошло выгорание, вы уже не заинтересованы, вот, скажем так, развиваться, расширяться, именно потому, что вы не видите ответа на свои усилия, да? То есть финансового ответа. Вы не можете, работаете много, зарабатываете немного, как будто бы вас не оценили. И сейчас вы стоите перед выбором, не закончить ли всю эту историю, да, не перейти ли на новую работу вообще в целом. У кого-то может проиграться, что начальник ни с того ни с сего поставил на какую-то должность своего родственника вместо вас. Вы могли бороться за какую-то должность, вот, и тут ни с того ни с сего пришел какой-то племянник начальника, вот, или сын его друга, и вдруг занял эту благополучную должность, на которую вы работали 20 лет, да, не то чтобы ее занять. Окей, хорошо, ну давайте посмотрим разъяснение ситуации, что вообще происходит. Ну и, собственно, как вам быть? Что происходит? Так. Здесь происходит то, что этот мужчина, о котором идет речь, то есть мужчина однозначно есть. Были ли проявления с его стороны? Не, ну здесь вот показано, что он хотел бы с вами каких-то тайных отношений, этот мужчина, на которые вы, судя по всему, не согласились и рубанули его по причинным местам. Значит, что происходит? Происходит то, что он считает себя Богом. Он считает, что он может совершенно беззастенчиво управлять людьми, управлять их жизнью, невзирая на их собственные потребности и желания. То есть здесь все упирается на самом деле в одного человека, вот в этого начальника Пентаклевого короля, который решил, что он будет повелевать вашей жизнью, и он вас хочет наказать. Я подозреваю, что все-таки за ваш отказ, потому что он здесь злится на вас, он пытается с вами бороться, а он вышел на войну, он с вами воюет, этот человек. И если вы думаете, что вам показалось, да, что вдруг ни с того ни с сего другого человека назначили на должность, или кому-то дали премию, вам не дали, или кому-то повысили оклад, а вам не повысили, да, вам не показалось. Вам не показалось, это все сделано намеренно, потому что это конкретная война против вас. Человек хотел вовлечь вас в некие тайные отношения. Тут, понимаете, еще может работать не любовный аспект. Тайные отношения, когда мы говорим о работе, да, могут идти немножечко шире,
понимания любви, например. К примеру, если вы бухгалтер, а он директор, да, он мог пытаться вовлечь вас в какие-то тайные отношения обманного характера. Например, как-то там для налоговой показать какие-то одни цифры, хотя цифры совершенно другие. Подделать отчетность для вышестоящего начальства, еще что-то скрыть. Да? То есть здесь тайные отношения могут даже рассматриваться в таком контексте. У кого-то они будут в любовном аспекте, а так как это общий расклад, да, у кого-то здесь будет вот такой тайный сговор. Человек попытался вас в этот тайный сговор вовлечь, но вы ему отказали. И вот этот отказ не прошел мимо него. Он здесь, знаете, поклялся на крови сделать вашу жизнь максимально несчастной, да, максимально неэффективной. Неэффективными сделать все ваши усилия. Человек вам мстит мелко, мстит некрасиво. И человек пойдет на какую-то подлость, на какой-то обман для того, чтобы вас изничтожить. А что он хочет в результате? Что он хочет? Он хочет, чтобы вы ушли. Он хочет, чтобы вы ушли, потому что вы его очень сильно расстроили. Он считал, что вы войдете с ним в эти отношения, которые он хотел, да, будь то любовные отношения или сговор на работе, да, профессионального характера. Он рассчитывал, что вы вот с легкостью, как-то с открытым сердцем пойдете ему на уступки. А вы отказались, и он был очень сильно разочарован, да, потому что такого не было. Здесь нарциссичный тип у нас. Он хочет, чтобы вы освободили свое место. Ушли. Просто-напросто ушли. Он будет вас выживать. Окей. Что делать нам? Чего делать? Чего делать? Как нам быть? Что делать, как быть? Что делать, как быть? Простите, это была моя кофемашина. Загромыхала. Что делать, как быть? Что делать, как быть? Вам нужно осознать, да, что борьба здесь бесполезна. То есть не нужно давить на этого человека, давить на его жалость, давить на его чувство вины какое-то, да, увещевать его, как ты мог. Или же не нужно действовать через его голову. Возможно, у вас были мысли о том, чтобы написать вышестоящему начальству, да, пожаловаться, примите меры, т.д. и т.п. Не надо, никто здесь принимать меры никакие не будет. Значит, карты говорят нам, что вы стали жертвой обстоятельств, к сожалению. И ситуация будет идти только в плохую сторону для вас. То есть на вашу сторону, к сожалению, никто в вашем предприятии не встанет. Все встанут на сторону этого пентаклевого короля. Это в случае, если вы начнете бороться, в случае, если вы начнете доказывать всем, что вы здесь не пальцем деланы. Да? Значит, вам говорят о чем? Что эта ситуация все равно плавно идет к концу. И, то есть, вообще работа ваша на этом предприятии, скорее всего, плавно движется к своему завершению. Человек будет очень сильно стараться вставлять палки в колеса, и вы, скажем так, в этой борьбе, да, не найдете ничего, кроме переживаний, собственных переживаний, ожиданий и потерянного времени. Значит, и что же вам делать советуют? Советуют вспомнить о том, о чем вы давно мечтали. И, скорее всего, здесь поменять вид деятельности. Здесь говорится о том, что вы давно уже не получаете на этой работе ничего, кроме тычков и подзатыльников, что вы не видите финансового ответа. И, соответственно, здесь нужно вспомнить, чем вы всегда хотели заниматься. Или, быть может, у вас есть еще какая-то специальность. Какую-то свою основу вспомнить, что-то, что вы любите, что вы хотите делать. И обратиться к этому виду деятельности.
здесь, скорее всего, вам придется уйти. Вы, конечно, находитесь в состоянии растерянности, обиды, да, на несправедливость. И это действительно несправедливо. Но, к сожалению, да, ну вот этот цикл, этот период работы в этом предприятии подошел к концу. Вам придется уйти, потому что иначе как жертвой, которую добили, вы в этой компании не станете. Вот. Здесь нужно обратиться к себе, быть может, какое-то время не работать, подумать над тем, куда вы пойдете, что вы будете делать. Есть у вас внутренняя сила, внутреннее умение какое-то, которое вы можете применить для зарабатывания денег. Вот так. Ну, то есть здесь вот ситуация такова, к сожалению, моему большому. Благодарю вас, мои дорогие. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Смотрю микрофончик мой, чтобы работал. Двоечки. Что у вас происходит? Приняли какое-то решение. Какое решение вы приняли? Решение пожертвовать собой? Это что у нас за решения такие? Так, вот смотрите. Мне говорят следующее, что, скорее всего, ваше предприятие катится в тартарары, потому что денег тут нет, все предприятие в долгах. Быть может, вам вообще не выплачивается заработная плата, или же она выплачивается в каком-то неполном объеме, или сократили денежное довольствие, да, то есть вам говорят о том, что сейчас мы будем сокращать народ, держись за свое место, делай что-нибудь, но платить мы тебе особо не будем. Здесь буквально показывают ситуацию, когда предприятие разрушается, денег нет, но вы держитесь, и никого вообще не волнует, как вы будете жить, по большому счету. Вы можете работать на очень большом предприятии или же на маленьком предприятии, но занимать какое-то такое, знаете, не последнее место в государстве, как говорится. Вот, значит, сама ситуация на работе сложная с точки зрения финансов. Грубо говоря, вам предлагают, или вы сами себе, да, принимаете такое решение, работать во имя работы, во имя предприятия. Вот, значит, не получая из этого или ничего, или получая какие-то крохи. И о чем здесь? Вот вы приняли какое-то решение продолжать. Я продолжаю здесь работать, я продолжаю через боль и преграды вести, не знаю, это предприятие, может, вы бухгалтер или сметчик, значит, вести это предприятие дальше. Вот. Авось когда-нибудь забрежет рассвет. Да, то есть вы с расчетом на некое будущее, сжав зубы, полностью заблокировав свои потребности, я перебьюсь, я потерплю, я как бы ничего, времена такие, всем плохо, да, думаете вы, отказываетесь от своей зоны комфорта ради этого предприятия. Ну, не знаю почему. Не знаю почему. Может быть, некуда идти. Может быть, вы находитесь в таком месте, что негде и работать-то, кроме этого предприятия. Да? Хорошо. Что происходит на самом деле? Ну, раз вы пришли спрашивать, да, как вам быть, как вам поступить, значит, все-таки вы еще это решение окончательно не приняли. Хотите что-то знать, да? Что происходит на самом деле? Знаете, интересно, карты говорят, ограничивающая пустота. Вас ограничили на этом предприятии, как бы ничего не давая взамен,
и ничего и не будет. Это, знаете, как вот перед осликом вешают морковку, и он эту морковку никогда не получит. Он за ней идет в надежде, что вот-вот он ее ухватит. Очень такая ситуация. Смотрите, здесь, может быть, у вас есть какие-то личные отношения с владельцем предприятия, или, может быть, коллеги ваши тоже такие, знаете, у вас сложились очень дружеские, теплые отношения, и вы чувствуете, что вы кому-то должны. Ну, что вы должны это делать, что вы должны терпеть. У вас очень сильное чувство долга, совесть такая серьезная внутри. Вот. Ну, здесь прям конкретно вы пообещали какому-то мужчине, который сейчас находится на расстоянии от вас, что вы будете держать руку на пульсе. Может быть, этот мужчина бросил предприятие, уехал за границу, уехал в командировки, уехал куда-то еще, а вы тянете. Понимаете, такое странное ощущение. Вы тянете пустоту. То есть карты говорят, вы тянете пустоту, вы делаете бессмысленные вещи. Предприятие никогда не встанет с колен. Может быть, этот человек никогда не вернется. Здесь, понимаете, башня, как ни крути, понимаете, башня, которая говорит о том, что ситуация просто взрывоопасная для вас. Может быть, вас уже подставили под какие-то органы государственные, да, то есть вот вы делаете что-то, а некий человек избежал ответственности. Кстати, здесь в ипостаси мечевого короля не обязательно будет мужчина. Может быть, это и женщина, очень такая мощная, четкая интеллектуалка, которая вовремя свалила вот, куда-то, а вы разгребаете сейчас. Значит, что происходит на самом деле? Ваше предприятие разрушается. Ситуация взрывоопасная, вы сейчас пытаетесь тянуть какую-то пустоту. Значит, и здесь, к моему большому сожалению, да, вы из своей преданности, из своей любви приняли на себя некие страдания, которые для вас лично не принесут ничего хорошего. Значит, для вас лично денег здесь не будет. Это потраченное время, причем много времени, это потраченные усилия. Здесь вот тоже говорят о том, что вы занимаете финансовую какую-то должность, то есть с деньгами что-то там решаете. Перекидываете потоки из пустого в порожнее, судя по всему. Значит, здесь вы-то молодец. Говорят, что вы какие-то вкладываете свои особые способности даже. То есть здесь вы идете королевой жезлов и звездой, то есть у вас есть определенная чуйка, интуиция, вы четко понимаете, что будет, что не будет, когда там придет проверка, чувствуете, у вас какие-то такие вещи происходят. Но это все равно предприятие не спасет. Это на какое-то время отодвинет башню, отодвинет гибель этого предприятия. Но здесь маски будут сорваны, все будет обнажено, все будет узнано. И дай бог, чтобы вы не попали под раздачу, когда все рухнет. Вот что происходит на самом деле. На самом деле тот человек, ради которого вы стараетесь удержать это предприятие на плаву, уже все давно понял, что идет башня, что все идет ко дну. И куда-то отвалил. Вас подставили. Смотрим, как вам быть. Здесь говорится о том, что башни не избежать. Здесь есть прям овны, тельцы внутри этой ситуации конкретно. Так, смотрите. Башня ситуация произойдет. Здесь все придет к пятерке пентаклей, перевернутая башня, пятерка пентаклей. То есть, в принципе, если мы говорим о предприятии, история его будет завершена полностью.
Теперь история ваша, личная. Да? У вас есть прекрасная ресурсная энергия императрицы. И вы, как императрица, уже давно вышли в императора. То есть сами себя делаете, сами себя обеспечиваете, сами за все отвечаете. И, собственно, это хорошо, да, потому что у вас есть все энергии для того, чтобы отдельно от этого предприятия рвануть вперед. Кудысь рвать будем? Будем сейчас выяснять. Здесь проблема в том, что вы не можете бросить предприятие по причине личной какой-то заинтересованности или обещания, которое вы дали. Вы очень честный человек. И даже услышав новости сегодня на этом раскладе, вы все равно не примете решение все разрушить и поставить на ноль. Или бросить, да, потому что у вас очень много порядочности внутри. Поэтому карты здесь и сомневаются говорить о какой-то будущности, как поступить. То есть как поступить, это все как бы завершить, да, это выйти в собственную ресурсность, искать новую работу, организовывать собственный бизнес, самостоятельно куда-то уехать, если вы в той стране, где невозможно это сделать, да. То есть здесь говорится о том, что у вас есть весь ресурс для того, чтобы самостоятельно существовать без этого предприятия. Или вы ценный специалист, которого могут пригласить куда угодно, или вы сами в энергиях императора можете создать бизнес. Женщина в энергиях императора может создать собственный бизнес, собственное предприятие. Вот. Но здесь говорится о том, что вы сливаете себя, свое время и энергию на поддержание вот этого тлеющего, ну даже не костра, да, а тлеющих угольков. И я, да, и высшие силы здесь немножко в растерянности. Они говорят, ну, понятное дело, да, что она должна все бросить, позвонить этому товарищу, который далеко находится, сказать, слушай, там, Сережа, Паша, Саша, если это мужчина, я больше этого делать не буду, хочешь, ищи кого-то другого, да, но больше за бесплатно здесь находиться я не буду. У меня есть свои потребности, свои желания. И искать новую работу. А что лучше, организовать собственный бизнес, может быть, даже такой же. Как-то так. Но вот почему мы с высшими силами в растерянности пребываем, они говорят о том, что она все равно этого не сделает. Она так и будет тянуть эту лямку. Как-то так. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Троечки. Ситуация на работе. Ситуация на работе. Ага, намылили вы лыжи, уходить. Думаете, надо мне уходить или не надо? Скорее всего, резюмешки свои разослали. Так, ну здесь ощущение такого вселенского заговора против вас. На работе есть какие-то дамы, есть какой-то мужчина. Или, скорее всего, это дама в мужских энергиях, которая правит балом, которая против вас затеяла какие-то войны, да, злопыхательница за вашей спиной, рассказывает всем какие-то небылицы. Вот. Ну, она такая дама непростая, скорее всего, при власти определенной, или начальница, или это коллега, которая просто умеет манипулировать сознанием других людей, собрала вокруг себя коалицию против вас. Вот, значит, здесь в коллективе все стало ужасно, все стало плохо, вам очень тяжело в этом коллективе существовать,
ощущение, что ваша работа портится. Ну, то есть, допустим, если вы какой-то проект делаете или отчет, или еще что-то, сдаете начальству, а вот эта дама приходит и на вас там начинает что-то наговаривать, да, что вы там, допустим, глупые, неправильно сделали, кучу ошибок натворили, и нафиг нам такой сотрудник нужен, и т.д. и т.п. Вот, то есть здесь за вашей спиной какие-то интриги плетутся, о которых вы можете лишь догадываться. Значит, что еще? Ну, вы вообще в целом очень сильно разочарованы ситуацией на работе, потому что здесь и 5 пентаклей, и 10 мечей. Я бы сказала, что вы приняли решение уходить с этой работы и уже разослали какие-то бумаги о себе. Ну, это может быть только резюме, конечно же, да, которое мы рассылаем. Вы обдумываете, когда лучше это сделать, куда лучше уходить, уйти в пустоту, переждать какое-то время и потом искать работу. Или уже сейчас сразу перейти на новую работу. Времена непростые, вас это беспокоит, да, думаете, надо, не надо. К тому же в коллективе, кроме вот этой дамы и ее соучастниц, да, мероприятия, есть еще какие-то люди, которые вам приятны. Это мужчины, ну, 3 вот я вижу, как минимум, 1 постарше, 1 помладше, а другой самый маленький. Вот так. Значит, в целом, может быть, вот эти мужчины делали что-то хорошее для вас, или были времена, когда вы на этом предприятии были в чести, да, то есть у вас все получалось, деньги приходили, и вы вот прям чувствовали, что, блин, я на коне, я молодец, я вот добиваюсь чего-то. Сейчас времена очень сильно изменились, и с одной стороны, вам жаль потерянного времени, да, которое вы потратили, усилий, и хочется вернуться вот в это состояние «я на коне». Но вы видите, что ситуация сейчас как-то не в вашу сторону расположена. Вы хотели бы все вернуть, и тогда вы никуда не уходили. Но что-то вот вы понимаете, что нужно принимать какие-то непопулярные решения. Да, непопулярные решения для себя самой. Вот, ну, потому что здесь и денежка страдает очень сильно, и репутация ваша страдает, и ваше эго очень сильно страдает из-за того, что происходит. Хорошо. Давайте мы посмотрим. Из чего состоит ситуация, да, что вообще происходит. Ревность к вашему успеху, к какому-то прошлому, что вы где вы выиграли. Для кого-то будет все просто и понятно. Эта дама, которая сейчас против вас интригует, вас приревновала к кому-то, может, к своему мужу, может, к какому-то начальнику, который ей тоже нравится, может, это просто коллега, да, не начальник. То есть здесь идет такое женское соперничество, когда все методы хороши. То есть для этой дамы все методы борьбы с вами хороши. И почему? Потому что она считает, что когда-то вы у нее что-то увели. Это может быть мужчина, это может быть должность, это может быть проект, это может быть что угодно. Вы увели. Она считает незаслуженно. Она плакала ночами, она, значит, очень сильно страдала, ее мечты были разрушены. Вот. Она считает, что она к тому, что вы увели в тот момент, в общем, лезла через огромное количество преград, и тут в последний момент вы у нее что-то там умыкнули. Вот. И поэтому все так произошло. То есть она дождалась момента, когда можно совершить акт возмездия. Сейчас она считает, что она права, и она совершает акт возмездия. Безусловно, эта женщина делает все для того, чтобы вы сейчас получили хорошенько по рогам, чтобы вы действительно испытывали вот эти эмоции негативные. Ей очень хочется. Она считает, что это бумеранг к вам летит.
сделанные ее руками собственными. Ну и также она хочет остаться в этом предприятии, может, на ваше место хочет, может быть, просто остаться одна, чтобы вас не было на предприятии. Здесь дама, которая будет с вами бороться всеми самыми черными, некрасивыми методами. Ей что-то нужно, но очень похоже на должность. Иерофант перевернутый туз пентаклей. Я не получила эту должность, но я получу ее любыми манипуляциями, говорит она. Тут все понятно. Она страдальца и страдалец. Когда-то вы у нее, а сейчас она дождалась момента, да, возможности совершения и получения сатисфакции. Хорошо. Вам как быть? Как вам быть? У нас сегодня во всех трех позициях ответы, как быть, на самом деле, прям очень сильно схожие. Не знаю, какие-то такие энергии идут. Как вам быть? Ну, как вам, собственно, быть? Тут или вы, или она. Пытаться удержаться, пытаться на каких-то прежних своих заслугах выехать сейчас, в этот период, будет очень сложно. Будет очень сложно. Обновление, которое вело бы вас к каким-то к улучшению положения, не будет, здесь говорится. Здесь борьба, да, такая между вами с этой женщиной, где побеждает только один. Пока побеждает она, к сожалению. Да, к сожалению. Кстати, это может быть даже ваша какая-то подруга. Потому что раньше между вами двойка кубков была. Здесь говорится такое приятное, легкое общение, симпатией. А здесь, понимаете, вы правильно действуете, если вы рассылаете резюме, если вы ищете новую работу. На этом предприятии обновления не будет. Здесь будет как-то, знаете, достаточно больно, некрасиво. И здесь будет удар по вашей репутации, очень серьезный какой-то удар от этой женщины. Вас опорочат, я бы сказала так. Вот. Но здесь говорится о том, что из любой ситуации есть выход, когда вы не сдаетесь, верите в свою правоту, высшую справедливость. И я бы сказала так. Вы найдете новую работу, причем очень скоро. Очень скоро. Потому что вы здесь колесничий своей жизни. Вы здесь колесничий своей жизни. Здесь вы лишь сами можете себя ограничить своими какими-то мыслями, неверием в себя. Так, а что это за работа будет? Ну, это будет работа по вашим заслугам, как нам говорят. Здесь будет работа по вашим заслугам. Самое интересное, работа очень похожа на то, чем вы сейчас занимаетесь. Ну, допустим, вы сейчас в отделе кадров работаете и найдете работу тоже в отделе кадров, только в другом предприятии. Но в том предприятии будет возможен рост и получение каких-то более серьезных финансовых дивидендов, я бы сказала так. Вот. И в том предприятии будет отсутствовать борьба. Вот эта некрасивая борьба. Вы сразу расслабитесь, займетесь конкретно работой, деятельностью, да, и достижениями своими. Но здесь тоже как вам быть? Слушайте, прям каждый вариант сегодня я говорю о том, что надо уходить. Здесь надо уходить. Вы уже очень четко понимаете, что ситуацию не спасти, человек вы умный. Вот. И, соответственно, да, надо уходить, надо рассылать резюме, надо искать, и вы найдете. То есть здесь прям показано, что уже рядом находится какая-то новая работа, которую вам предложат. Она вот прям будет очень похожа на нынешнюю работу. И там вы немножечко расслабитесь и начнете как бы достигать. Единственное, что
предприятие, о котором идет речь, оно как будто бы то ли только начинает что-то, да, то есть, может быть, ему, вернее, там вам не предложат такой зарплаты, как здесь, да, первоначально, но там есть куда расти. То есть это предприятие для вашего роста, и для вашего личного, и для роста самого предприятия. И время сейчас подходящее. Как-то так. Вот такие сегодня у нас были ответы, мои дорогие. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою истинную любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. И это может случиться уже завтра, если вы подпишетесь на канал Людмила Шпакова в потоке. Ссылочка на новый канал под этим видео. Пока-пока!